как лучше обращаться? Айна Сейс, Айна или Айна? Айна Булатовна. Можно вот так вот. Нет, шучу. Айна. Я бы поплыл, если бы у меня девушка в зале не сидела бы. Кстати, тоже Айна. Так, в ближайших творческих планах что планируется? Возможно, какие-то концерты, возможно, какой-то видос новый выйдет, возможно, ты еще 16 языков выучишь. Ну, на самом деле, планы не совсем творческие, а больше такие образовательные. Да, касательно языков, мы вот решили запустить курсы казахского языка, потому что, к сожалению, в Казахстане мы все такие шала-казахтары, и вот хочется, чтобы это был красивый литературный казахский язык. Вот, чтобы стендапы делали на казахском потом. Возможно, реклама к этим курсам будет где-то на Мальдивах сниматься, как обычно в сторис у тебя там где-то в Италии, во ауылда Франции. мерке деген ауыл бар, сол жақта түсіреміз рекламаның бәрін. One Line Battle – это шутки в одну строку. Ведущий говорит начало шутки, комики предлагают свои варианты концовок. Галым Калякбаров, Шенглес Ермек, Асхат Ибитанов, Бажан Кабулбаев, Алексей Луговской и Зарина Байбова. С какой фразой заходит в тюрьму блогер? С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Вилкой в глаз или сторис раз? С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Ой, иди, пожалуйста, глаза проверка сделай. С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Уи, макиба. Так, нам нужна камера побольше. И эта камера меня обтягивает. Как приталенная. Что? Оверсайз зэк. Я забыл, что я хотел сказать. Давай. С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Добро пожаловать в тюрьму, хэштег тюрьма. С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Но у меня, походу, немного закрытый аккаунт будет пока. С какой фразой заходит в тюрьму блогер? Дешевые авиабилеты через aviasales.kz. Какие мысли у стриптизерши во время танца? Какие мысли у стриптизерши во время танца? Блин, зря плотно поела. Какие мысли у стриптизерши во время танца? Блин, какой-то ебаный высоту. А стоит ли продолжать теперь? И как меня родители на это уговорили. Сейчас еще по Акжолу уходить. Какие мысли у стриптизерши во время танца? Блин, что за мал мелочь закинул? Какие мысли у стриптизерши во время танца? Интересно, это точно Назарбаев? Какие мысли у стриптизерши во время танца? Блин, надо будет на трусы QR наклеить. Какие мысли у стриптизерши во время танца? Офигеть, я этот танец даже не учила. Чистая импровизация. У вас стриптизерша постоянно о чем-то жалеет. Если да, блин, все. Можно сейчас быстро, ремарка небольшая. Это вот мои мысли, если бы я реально был стриптизершей. Здесь нет шутки, просто вот я такой подумал, такой, давай. Мысли Шингиса, если бы он был бы стриптизершей. Стриптиз с какого языка переводится это? О, ты же знаешь, стриптиз что значит? С английского, да. Можно разложить этимологию слова, пожалуйста? Ну, я чуть-чуть образовательно. Тиз — это типа дразнить. Трип, да, полосочка, а тиз дразнить, да. Дразнить? Да, Дразнить. дразнить. Удачи. Ну смотри, знают перевод только те, кто танцевали, да. К сожалению, нет. Скажи мысли Шангиса, если бы он был стриптизерш. Давай. Какие мысли Шингиса, если бы он был бы стриптизершей? Интересно, это хуй выдержит?
Мысли Шенгиса, если бы он был бы стриптизершей. Тут люди не выдерживают. Мысли Шенгиса, если бы он был бы стриптизершей. Блин, хорошо, что Донер с собой взял. Блин, даже Шенгис в роли стриптизерши. Уже мою мысль давай скажу. я. Давай. Мысли Шенгиса, если бы он был бы стриптизершей. Блин, зря плотно поел, походу. Я думал, Ну хватит уже, обидно! Давай, последний раз, Галым, давай, пожалуйста. Мысли Шенгиса, если бы он был бы стриптизершей. Интересно, они заметили, что я уже 5 минут без трусов? Ты... Ты вспомнил, что тебе на смену? Что нельзя говорить работнику ЗАГСа во время бракосочетания? До встречи. Что нельзя говорить работнику ЗАГСа во время бракосочетания? Нормально, да, телка? Что нельзя говорить работнику ЗАГСа во время бракосочетания? Да, мы с ней из-за бабок, да. Что нельзя говорить работнику ЗАГСа во время бракосочетания? А она мне точно даст после свадьбы? Что нельзя говорить работнику ЗАГСа во время бракосочетания? Ну и прическа у вас, конечно. А голуби там живут у вас? Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Ларису Ивановну хочу. Я почему-то верю тебе, Асхат. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Ну, если мы лесбиянки, да, то я говорю: Людка, а, Людка? Там дальше продолжение. Фу, деревня. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Прости, я, кажется, уже бомбарбейкер буду. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Тренируйся вон, на кошках. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? О, тепленькая пошла. Да, давай попробуем. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? Я вам денежку принес. Что во время секса говорит фанат советских фильмов? И тебя вылечат. И меня вылечат. Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. Ну, она сводная, по идее. Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. Наконец-то ты съедешь. Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. Она в 5 классе обосралась. Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. Ну, зря ты, конечно, стриптиз на своему зату танцевала. Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. А у нее предыдущая свадьба бащи была. На предыдущей свадьбе салаты мощные были, да? Худшее, что можно сказать на свадьбе своей сестры. Она раньше брат была. Самое глупое предложение секса втроем. Че, мужики, а? Самое глупое предложение секса втроем. Блин, дорогая, ты можешь уйти, мы тут втроем потрахаемся? Самое глупое предложение секса втроем. Капец, мы долго на перекрестке в форме стоим, да? Самое глупое предложение секса втроем. Эй, Жендема, как не хочешь, я уже заплатил, блин. Ну, пожалуйста. Самое глупое предложение секса втроем. Все равно 4-го на белку нету. Самое глупое предложение секса втроем. Вы двое, пойдемте, я вас в фифу выебу.
Самое глупое предложение секса втроем. Какой ты ебану зато, блин. Хороший тамадай, конкурс интересный. Если можно с реквизитом, давайте. Давай, говори. Давай. Говори быстрее. Я хочу, чтобы ты отдал этому заходу всего себя. Самое глупое предложение секса втроем. Эй, там, Step Family, I'm stuck. Самое глупое предложение секса втроем. А чё мы в Соне просто так стоим? Айна, может, предварительно есть какой-то фаворит, может, 2, может, 3. Мне аж стендап Астана захотелось после таких миниатюр. Да, у нас на всех один аккаунт в OnlyFans, да. Я вообще хотела в заметке себе как-то записывать, потому что я после каждой шутки вот все ярче и ярче, и что-то у меня аж забываются эмоции. Но пока мне очень нравится все, что делает Шанлес, потому что это не просто юмор, это аэробика, акробатика, миниатюры, театр. Почему вы не реагируете на это? Шейпинг здесь даже был на сцене. Всего лишь, что надо было в стул залезть. Всего лишь. Пол Дэнс тут уже был. Поэтому Шанлес, Асхат, конечно, Сузату, это просто, мне кажется, лучшее, что сегодня могло случиться. Отлично, давайте поаплодируем немножко и перейдем к следующему раунду. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. Блин, может, деньгами отдам? На Каспий скину я. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. Я не в городе. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. Я не такой. Нелепая отмазка, Продолжение, Бажана, да. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. Ой, ты потом всем расскажешь, пойдешь. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. А ты вот сама меня потрахай вот 5 минут, поймешь, что это сложно нахуй. Нелепая отмазка, не выполняет супружеский долг. Не-не-не, я сегодня трахался уже. Какой фразой можно закончить секс по телефону? Джерайтон, да? Не жарайт он этот. Солайды. Какой фразой можно закончить секс по телефону? Все, давай, мамке привет. Какой фразой можно закончить секс по телефону? Через Теле2 ощущения не те. Всего доброго. Удачи, будь счастлив. А жена знает, что ты со стриптизершами общаешься? С такими она разрешает. Какой фразой можно закончить секс по телефону? Все, давай, меня здесь на тост зовут. Какой фразой можно закончить секс по телефону? Как? Я так не смогу, нет. Айна, кто, по твоему мнению, сегодня был самый смешной, кто был самый находчивый, кто победитель онлайн-батла? У меня что-то весь вечер так менялось мнение. Я вообще пришла из-за Зарины. Думаю, что-то, девочки... Нет, классно, у всех были. Я вот даже как-то не отмечала вас, но Леха, Бержан, тоже классно. Но вот почему-то думала, что? Думала, Шанлес, потом... Сначала думала Галом, думаю, 100%, точно Галом, даже не надо. А потом вот похвалишь человека, и все, совсем под конец испортился. Поэтому я бы хотела вот в этом, наверное, раунде, в этом вообще финале место призовое дать Асхату. Асхат Имитанов, ваши аплодисменты! Ну ладно, приз зрительских симпатий для Шанлеса давайте сегодня вечером. Сегодня приз зрительских симпатий — это бургер. Симпатии, да. Ну, у меня нет симпатии к нему. Инсульт у человека. Ему плохо. Ладно. Поспал? У тебя дочь, тебе нужнее.
Действительно нужнее, потому что сегодня победителю онлайн-батла достается сертификат на бесплатное посещение уролога или проктолога на твое усмотрение. А что вы не сказали тогда? Да точно, конечно, что надо было отдать тогда. А теперь хотелось бы обратиться к тем, кто смотрит нас через экраны. Вы тоже можете поучаствовать в этом шоу в комментариях, если добьете следующую шутку. Что никогда не услышишь от гаишника? Свои варианты пишите под этим видео.